Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. Арсений рос примерным мальчиком. Он хорошо учился в школе. Нет, он не был отличником, но твердые четверки красовались в его дневнике. Дома тоже старался во всем помогать родителям. Мама работала ткачом на хлопчатобумажном комбинате. И это было градообразующее предприятие. И тогда полгорода трудилось там. Папа был электриком. Арсений знал, как устают его родители, поэтому делал уроки сам, и если успевал, то помогал по дому. Но мама и папа в такие моменты даже немного ругались на него. «Сеня, ты ребенок и должен, кроме уроков и дома, гулять и общаться с другими ребятами. Иди, погуляй на улице». Ох, какая у них была озорная компания! Они всегда придумывали разные игры, а иногда, как и все мальчишки, хулиганили. Как-то пробрались на стройку. С такой скоростью он еще не бегал, как тогда, когда убегал от сторожа Василия. Арсений улыбнулся при этом воспоминании. Сейчас он стоял и смотрел на тот самый дом, который строили еще в его детстве. После школы он поступил в институт в областном городе, а теперь, когда стал дипломированным специалистом и набрался опыта работы в администрации, то вернулся в родной районный город. Многое поменялось со времени его детства, но не его отношение к этому городу. Он любил этот город. Когда в последний раз разговаривал с младшей сестрой, она подала ему идею. «Братишка, вот ты говоришь, что любишь наш город. Так, может быть, вернешься и сделаешь его лучше? Через полгода будут выборы мэра. Ну что думаешь?» «Пока ничего не думаю. Но мне кажется, ты права. Мне пора домой». Ну вот и дом, подъезд. С легкостью поднявшись на 3-й этаж, он не успел нажать кнопку звонка, как дверь распахнулась. Все уже давно ждали его с нетерпением. Стол из кухни перенесли в зал, и он был полон его любимыми блюдами. А за столом уже сидели обе его бабушки. «Ну, прям как звезду меня встречаете». «Конечно, звезду. Ты вон какой у нас крутой, братишка». За ужином Арсений рассказал, что ему нашлось место в администрации. Там ему рады. А еще он не будет бороться за должность мэра, но хочет быть депутатом. Так он сможет быть ближе к людям, а также сделать много хорошего. А пока у меня есть свободная неделя, я хотел бы погулять по городу, встретиться со старыми знакомыми. На следующий день Арсений с Дашей гуляли по городу. Да, многое тут изменилось, и не все в лучшую сторону. Многие его друзья уехали из города. С теми, кто остался тут, он договорился встретиться на выходных. «Даш, как все получится? Поможешь мне с набором помощников? Хочу взять обычных людей, которые знают проблемы города изнутри. Работяг, как наши родители». Сестра улыбнулась. «Конечно». Дальше было много работы. Уже работая в администрации, он видел, как много проблем, и есть те, которые вполне можно решить и выделить деньги из бюджета. Он смотрел отчеты за прошлые года и качал головой. Ну вот, к примеру, отремонтировали сквер, положили там плитку, заменили скамейки и систему полива. Это хорошо, но все это произошло только после того, как рядом была закончена стройка торгового центра. А вот в другом парке такого порядка не было, но и торговых центров с ним по соседству тоже. Связь была видна невооруженным взглядом. Свою компанию он строил на открытости и общением с людьми. Он не ездил на дорогом автомобиле и не носил брендовые пиджаки. И люди ему верили. А вот другие депутаты косились и понимали, что от молодого, инициативного будет много проблем. Сегодня в их семье опять было застолье. Повод был отличный. Арсений стал депутатом в городской думе. В этот же вечер
Даша занялась поисками сотрудников для брата, разместила вакансии, собирала резюме. Резюме отсматривали вместе, и вот 3 кандидатуры вызвали на собеседование. Первый был водитель автобуса Семен Маркович. Он работал уже 20 лет. Кто, как не водитель, знает, о чем говорят люди, ведь каждый день в автобусе едет сотни человек. А еще он рассказывал, как переживают за людей в этом городе. Второй кандидат, Сергей Павлович, работал прорабом. Тоже много общался с людьми, понимая в строительстве и в том, что надо соблюдать на работе определенные правила, так как если их не соблюдать, то могут пострадать люди. Третья была Маргарита Ивановна, достаточно молодая, но очень амбициозная девушка. Она 2 года назад создала приют для бездомных животных и, как никто другой, понимает проблемы города с бездомными животными. Даш, вот на словах они все хорошие, рассуждал Арсений с сестрой. А как окажется на деле? Ведь я их всех сегодня видел впервые. Как бы проверить, говорят ли они правду? Сень, а у тебя ведь сейчас будет отпуск на неделю. Планы есть? Планов никаких не было. Ну и отлично. Слушай, что я придумала. Я знаю, как их проверить. Ты же помнишь, что я до сих пор занимаюсь в театральном кружке? Там много разных костюмов и умею делать грим. Вот и проверишь их так, что тебя даже не узнают. На следующий день Арсений заехал за Дашей, и они поехали перевоплощаться. Сегодня решили проверить Семена Марковича. Для этого выбрали образ бедного инвалида-колясочника. Когда Арсений увидел себя в зеркале, то и сам себя не узнал, а Даша весело подкатила коляску, которая была далеко не последних моделей. Ее пожертвовали в их кружок еще лет 5 назад, как могли подлатали, чтобы хоть ездила. Семен Маркович был водителем муниципального автобуса, а значит ездил по расписанию. За 20 минут до прибытия автобуса Арсений и Даша были на остановке. Даша стояла поодаль. И вот подъехал автобус. Все вошли, и только Арсений в кресле стоял около ступенек. Пандуса для инвалидов не было. Даша присела недалеко от водителя и обратилась к нему. «Может, вы поможете инвалиду?» «Вам надо? Вот и помогайте, девушка. А мне за это не платят». «Да как же я его подниму?» – возмутилась она. «Семен Маркович, давайте я ему помогу. Подождите». «Сиди, стажер, и учись». «Простите, но я давно уже работаю водителем автобуса, а у вас просто смотрю маршрут, так как город и маршрут мне не знакомы, и в своем городе никогда не бросал людей в беде». «Ох уж эти участливые! Раз хочешь, так и иди, твое дело. А мне не надо делать для всех хорошо». Мужчина вышел из автобуса и помог Арсению подняться. Также через несколько остановок спустил его и извинился. «За что вы извиняетесь, молодой человек?» Специально хриплым голосом спросил Арсений. «За людскую черствость. Но Семен Маркович сказал, скоро уходит на более оплачиваемую работу, и я буду его заменять и всегда помогу вам». Арсений улыбнулся. Скоро вышла и Даша. Они дождались, когда разойдутся люди, и автобус уедет, вызвали такси и поехали возвращать реквизит. Уже когда смыли грим, Арсений не выдержал. «Даш, а какие он мне дифирамбы пел, что людям помогает и о всех бедах знает, а на деле-то вон как вышло». «Да, братец, доверяй, но проверяй, как говорится. А вот стажер не такой». «Даш, узнаем про него позже. А сейчас поехали домой. На второй заход такой я не готов». Родителям они не рассказали, где были, да и всем было не до этого. На следующий день была очередь проверять прораба. «Даш, у меня от твоего грима лицо чешется».
Терпи, казак, атаманом станешь, смеялась сестра. Одежду в этот раз брали не в театре. Одноклассник Арсения тоже был строителем и одолжил свою старую робу. В полной экипировке пройти на стройку удалось легко. Там не было никаких пропусков. Достаточно было просто поздороваться со всеми и помахать рукой. Первый час все занимались своими делами, а потом пошли на перекур. Арсений не курил, но пошел за всеми. «Андрюх, слышал? Володьку, помощника Павловича, уволили. А все из-за того, что он за нас заступался. Он понимал, что на этих лесах не то чтобы 3, одному человеку работать опасно, да и многое другое». Конечно, слышал. Жаль парня. Он толковый и всегда за справедливость. А Павловичу лишь бы с хозяином побольше денег отмыть. А на работников и людей, которые потом будут жить в этом доме, ему плевать. Сам бы тоже ушел, но ипотека и дети. Ипотека и дети важно. Но что будет с семьей, если ты тут сгинешь? Андрюха сплюнул, потушил бычок и вздохнул. «Вить, ну сам понимаешь, здесь хоть зарплату не задерживают. Будем друг другу помогать и страховать». Он обернулся и увидел, что их слушает Арсений. «Новенький?» – спросил он, обращаясь к нему. Арсений кивнул. «Если у тебя есть варианты, то беги отсюда. Вот тебе наш добрый совет». И все разошлись. А еще через некоторое время Арсений ушел незаметно, так же, как и пришел. «Даш, ну что ж это такое? И как верить людям?» Сестра не знала, что и сказать на это. «Слушай, а давай девушку пойду проверять я. Все-таки девушки более внимательные, и вдруг тебя узнает. А я все на диктофон запишу». Арсений был рад. Он не хотел разочаровываться в 3-й раз. Даша пришла в приют и смотрела по сторонам. Никого на входе она не нашла и прошла дальше. Вокруг стояли клетки с кошками. Везде было чисто, и только жалобные глаза кошачьих расстраивали. «Здравствуйте. По какому вопросу? Если пристроить животное, то пока мы не можем», — вздохнула девушка. «Приют переполнен». Даша повернулась к девушке. Перед ней стояла Маргарита. Она узнала ее по фото. «Нет, не пристроить. Хотела сама посмотреть и спросить, чем я могу помочь приюту. Я обычная студентка, и финансов особо нет, а руки и время есть». Маргарита улыбнулась. «Сегодня заболела девушка, которая должна была дежурить, и здесь я одна. Вот у кошек все прибрала, а с выгулом собак одна не справлюсь. Если вы мне поможете, буду рад». Собак было много, поэтому хоть и короткий выгул занимал очень много времени. Арсений уже волновался, почему так долго нет вестей от Даши. А Даша гуляла с собаками и общалась с Маргаритой. Они болтали о многом, но в основном о животных, о том, как тяжело пристроить, в особенности собак, и как их много на улице, что приют подал заявление на грант на стерилизацию бездомных собак, ведь больше им, по сути, нечем было помочь. Даша и не замечала, как пролетает время, и только когда посмотрела в телефон и увидела 20 пропущенных звонков от брата, очнулась. Маргарита по ее лицу все поняла. «Спасибо, Даша, за помощь. Вижу, что тебе пора. Если будет еще желание помочь, то приходи. Я здесь не каждый день, но тут кто-то, да есть. А может, и присмотришь себе кого-то». Даша побежала домой. Уже по дороге она звонила брату и в восторге рассказывала о своем сегодняшнем дне. А вечером она слезно смотрела в глаза родителям и рассказывала о старом спаниеле по кличке Дик. Родители сдались и разрешили забрать пса домой. Арсений вышел на работу. Семену Марковичу
не пришлось долго учить ученика, так как Романа он забрал к себе в помощники. Парень сначала недоумевал от такого предложения, а потом Арсений напомнил ему о инвалиде и о его помощи, извинившись за представление. Сергею Павловичу пришлось хуже. На стройке была глобальная прокурорская проверка. Проверка касалась и безопасности рабочих, а также соответствия использованных материалов в смете. А его помощника Владимира Арсений также пригласил к себе. Тот согласился, но сказал, что будет совмещать. А то мало ли кто сменит Петровича, а там мужики и у всех семьи. Кто будет отстаивать их права? Арсений был не против и еще больше зауважал парня. Маргарита не узнала о проверке, но была удивлена, когда Арсений пришел вместе с Дашей за старичком Диком, а Даша сделала вид, что не знает о том, что Маргариту берут в помощники, и представила ей своего брата. Прошел год. Арсений и его команда, как говорила Даша, делали много хорошего для города. Да, их многие не любили, ну а кто любит, когда ему мешают отмывать деньги и экономить? Но этой команде было все равно на таких людей. Главное, люди их уважали и даже стали животных из приюта разбирать быстрее. Приют все-таки взял грант и смог стерилизовать очень много собак, а потом пристроить. Арсений переехал в свой дом. Пусть он и не был особняком, и был в 15 километрах от города, но был очень уютным. А главное, с очень большим двором, на котором спокойно расположились множество вольеров. Он сидел на веранде рядом с любимой женой и положил руку на живот, пытаясь понять, когда будет пинаться малыш. «Милый, еще для этого рано, и уж поверь, я первая почувствую и обязательно скажу тебе. Маргошка моя, а вдруг он или она захотят первого пнуть папу? Ну и пусть через твой живот». И тут они оба ойкнули одновременно. «Ты почувствовал?» «Да». И они заулыбались. «Эй, молодежь!» — кричала Даша из-за калитки. «Я вас слышу! Открывайте ворота! Мы с Диком пришли!» Арсений и Маргарита засмеялись. «Ну что, малыш, может, и тетку пнешь?» А в ответ будущая мама почувствовала еще один пинок. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.